Приветствую вас на моем канале. В этом видео речь пойдет о смартфоне. Я заказал в Америке смартфон Samsung Galaxy S9 на сайте Amazon. Он обошелся мне в бэушном состоянии, но в состоянии very good, $250. Это, конечно, без оригинальной упаковки он пришел. Перевозчиком выступил Mist Express. Я несколько раз пользовался его услугами. И в Украину мне посылка дошла за 10 дней. Поэтому давайте посмотрим, что мне прислал американец и что он подразумевал под состоянием very good. Так, посмотрим, что это за коробочка. Внутри в этой коробке должен быть смартфон, зарядное устройство и кабель. Давайте посмотрим. Так, интересно. Зарядное устройство. Обычное устройство — это не быстрая зарядка на 5 вольт, 1 ампер. Замечательно, тоже хорошо. Кабель Type-C. Он без опознавательных знаков, это no name. Ну, замечательно, тоже хорошо. И сам смартфон. В его вложили просто по-варварски, без кулечка, вот просто так вот в целлофан, пупырку и все. Так. Вот видно раз царапинка. Тут группа царапинок. Небольшая царапинка есть, куда булавку вставлять для того, чтобы получить доступ к сим-карточке и карточке памяти. В целом углы достаточно нормальные, без царапин. Гнездо тоже, как видите, в хорошем состоянии. Вот несколько царапин на кнопке включения. Так, перейдем к обратной стороне. Так, это, наверное, потертость стекла небольшая есть. Ну, конечно, в принципе, если без чехла носить, стекло оно очень быстро поцарапается. Камера без царапинок, но задняя панель в таком состоянии. Я бы не сказал, что very good. Так, и здесь написана модель. Что хочу сказать, что за $250 этот смартфон в хорошем состоянии, выпущен в мае 2018 года, это я проверил по серийному номеру. Что хочу сказать, после первой инициализации я вам покажу его настройки и его работоспособность. Итак, можно его включить. Он загрузится. Я совершил первую инициализацию, установил полностью все приложения, и в целом, чтобы вас не утомлять, сейчас основные характеристики покажу. Тут работает качественно громкодинамик. Меню на английском языке полностью. Многие пункты на английском языке. Меню тоже на английском языке. Хотя после выбора русского языка как дополнительного языка, операционная система сообщила следующую информацию, что все, что может быть переведено на русский язык, оно будет переведено, все остальное нет. Смартфон работает, я считаю, что за свои $250 поменять свой предыдущий телефон на флагман — это очень даже замечательное предложение. Поэтому знайте, что
Можно в Америке самостоятельно его купить, заказать и пользоваться, получать наслаждение от такого смартфона. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо за внимание. До свидания.